Всем привет, друзья! Как известно, 24 февраля Россия вторглась на территорию Украины и развязала войну. Произошедшие события сломали жизни многих людей и отменили планы и привычные жизненные устои каждого из нас. Одним из игроков, которому пришлось также поменять что-то в своей жизни, стал Петя ММА, и сегодня мы обсудим с ним все события, произошедшие за последние 2 месяца с ним и с другими участниками команды. Также напомню, что именно за это видео вы проголосовали на платформе Socios при помощи фан-токенов Na'Vi, и совсем скоро там будут новые голосования, так что переходите по ссылочке в описании и участвуйте. Ну и, конечно же, приятного просмотра! Петь, здравствуй, мы с тобой давно не виделись, расскажи, как вообще твои дела сейчас? Привет, да, нормально, дела нормально, если так в общем сказать. Хорошо, расскажи о том, что вообще происходило в твоей жизни за последние 6 недель, сколько ты не появлялся на нашем канале. Мгм. Ну, начать можно с того, что мы пытались с пацанами получить доступ сыграть в Европе. Мы подорвались, Куб поехал в Румынию. Я поехал там, резко билеты искал через Дубай. Вот хотели как бы получить одобрение. И это делалось там буквально за пару дней до начала отборов. И вот в ночь я, когда приехал сюда, сразу пошел, взял документы, которые, по идее, вроде бы подходили бы, чтобы получить доступ, чтобы хотя бы где-то поиграть, потому что наш СНГ регион закрыли на паузе. И вот с этого момента пошло самое веселое, потому что нам доступ не дали. Мы предполагали, что может что-то не пойти, но думали, что шансы есть поиграть. И получается, доступ мы не получили. Я зря спешил, на билеты много потратил. Куб вообще зря поехал. В общем, изначально уже как-то не очень наши планы пошли после того, как наш регион объявили закрытым и все вот это и так далее. Что сейчас происходит вообще с Brawl Stars в российском регионе? Мгм. Ну, получается, разработчики же объявили, что приостанавливают здесь деятельность в России, Беларусь, и пока не будут игры здесь, в этом регионе. Не знаю, там касательно обходов, не обходов, но сам факт, что все турниры, те же ESL, новый сезон, с который они планируют сделать с оффлайн событием, там, чтобы все собрались и так далее. Там уже нету России, нету Беларуси, и оттуда уже участвовать ты не сможешь. И ну, получается, что, грубо говоря, у нас есть с составом небольшие траблы, что непонятно, как теперь играть. Ну, давай начнем еще раньше чуть-чуть, с 24 февраля, в момент, когда в Украине все конкретно радикально поменялось. Скажи, что происходило у тебя, какие вообще были первые новости, которые ты узнал, и первые принятые решения? Ну, момент такой, что за новостями я, конечно, не слежу, но понимал, да, что что-то серьезное началось, и на самом деле во многом даже как-то и не верилось, что все эти вещи начали происходить. Короче, были лютые непонятки в голове, я вообще не понимал, что к чему. Какие первые решения ты принимал, какие были варианты дальнейшего развития событий, так как у тебя там и YouTube-канал, и игра, которая уходит с российского рынка? Что думал делать дальше? Поначалу-то непонятно было, потом уже стало ясно, что когда уже были коллекционные санкции и так далее, уже тогда начал думать, что скорее это и игру затронет, хотя, наверное, ожидал это сначала от каких-то более взрослых аудиторий игр, типа КС, Дота и так далее, но Дота, ну вот все большие игры, но наша игра затронулась, можно даже сказать, что в какой-то степени намного раньше, и мысли, да, мысли перемешанные были, просто наблюдал, что кто думает, что пишет. Хорошо, расскажи нашим зрителям, где ты сейчас и как ты там оказался вообще. Начнем с ванной комнаты. Она объединена с туалетом. Тут ничего особенного. Супер маленькая. Ну, пойдет. Нормально. Погнали дальше. Здесь у нас обувь. Здесь щиток, который я не трогаю. Вот здесь важный пункт. К сожалению, нет Wi-Fi роутера, поэтому кабель подключить не могу, чтобы играть получше. Хотя здесь 5G все-таки получше работает. Wi-Fi, но шкаф там. И вот она, вся обитальность. Здесь сразу же идет кухня, стиралочка. Все как полагается, все, что надо. Диванчик, кровать, столик.
Вот столик, который, так сказать, ну, лампу не включая, в принципе, свет как-то получше стал и так работать. Вот за вот этим выручалочкой все и записываю. Там игрушка что-то улетела. И, наверное, самое интересное, что вам стоило бы, может, показать, это вид с балкончика. Так что давайте. Вот он, балкончик. Блин, тут высота, конечно, пипец. Вот если сюда чуть смотреть, то в реальной жизни чуть уже даже голова кружится начинает. Так, ничего особенного. Единственное, прикольно, что у каждого своего дома есть стабильно открытый бассейн. И ты спокойно, вон даже джакузи строит. Ты спокойно туда можешь пойти, и это тебе доступно, грубо говоря, и так, включено. В этом плане, конечно, круто. А так, где-то вон он, сейчас. Как бы телефон бы еще не уронить. Самопровозглашенный 7-звездочный отель. Супер дорогой. Ну и все, в принципе. А так, ничего особенного. Вот такой вот небольшой рум-тур. Кстати, вон, да, катается на Ламборгини чисто, газует. Получается, я сейчас в Дубае, в Москве, оттуда, ну, то есть в Москву сначала летел с Калининграда, потом оттуда уже сразу поехал в Дубай, чтобы попытаться успеть, потому что Дубай входит в состав вот этого ИМЕ региона, и против Европы можно поиграть, но были моменты какие-то насчет задержек, уже тогда понимал, что они как-то здесь часто бывают. Здесь у кого-то спрашивал, кто так по своим делам, но тоже как-то немного относится к БС. Спрашивал, лагает ли здесь у вас или нет. Сказали, что все нормально, но потом ты смекнул, что этот ответ был касательно того, что они просто играют обычные там рейтинговые бои, не турниры. И он просто играет с этими серверами там из Бахрейна и каких-то ближних стран. А если ты пойдешь уже против Европы играть, то там уже будут большие загвоздки. Плюс момент такой, что мы пытались, чтобы и Алекс тоже мог играть за Европу, но сказали, что так как он, ну, Украина тоже локалка СНГ, ЕЦА, если ЕКА говорить, и, грубо говоря, и она тоже там остается, и ее пока не переносит в Европу, и поэтому он оттуда играть не сможет. В итоге у нас и третий выбывал, и мы пытались там искать какие-то варианты, ну, то есть очень сложно было, и вот вообще изначально вся цель поездки вот была попытаться успеть попасть на турнир, и дальше уже что-то понятно было, что, может быть, уже дальше думали, но самый первый шаг уже провалился, так сказать, в этом плане. Ребята говорили, что вы сейчас практически не тренируетесь, правильно? Да. Какие планируются дальнейшие шаги? Ты сейчас переехал, думаешь, может быть, следует переехать в другую страну, или как вам играть дальше? Да, вот это очень сложный вопрос, и точно понятно, что ничего не понятно, потому что если играть, то, скорее всего, вряд ли играть с Дубаев, потому что здесь все-таки пинг сильный. Вот я там нашел какой-то арабский турнир, и, может быть, просто скатаю там какие-то небольшие призовые, ну, относительно, да, там, может быть, 10 тысяч общий призовой, но конкуренция не особо большая, но, с другой стороны, тут нету хороших тиммейтов, как моя команда и так далее, и поэтому уже там проверяли против таких местных хороших игроков. Если, наверное, мы встречались с нашим полным составом, может быть, мы им шансов бы даже не оставили, кто знает, проверили бы, да, но понимаю, что в данной ситуации у меня шансов мало очень с теми ребятами, которых я здесь просто нашел, чтобы с ними сыграть. А если говорить насчет нашего состава, то вообще непонятно, потому что наш регион на паузе, в Европу, даже если мы попадем, то мы можем поиграть. И то это надо придумать, как еще это сделать, потому что это тоже очень большая, так сказать, дилемма. И даже если мы это придумаем, мы уже по поинтам 3 месяца не играли, и чемпионат мира нам точно не видать. И как бы можно даже, если там каждый месяц отбираться будешь, хотя это один из самых конкурентных регионов, и туда отбираться как бы супер тяжело. И даже если у нас это будет получаться каждый месяц, все равно шансов практически нет, потому что там пацаны уже по 4 месяца играют, по 3, и у них поинтов уже у всех много, и ты в топ-5 там никак не пойдешь. Звучит безрадостно, если честно, но я думаю, что, например, если вы попробуете втроем переехать в какую-то европейскую страну, вы будете считаться как игроками того региона, верно? Да, вроде
в связи с этими всеми событиями, э, как бы тоже понимаю, что игроки обычные, там, грубо говоря, тоже заложники ситуации и дают поблажку. По идее, ты должен переехать куда-то и там 3 месяца жить, и только потом тебя зачислят, так сказать, в этот регион. Но там как-то вроде говорили, да, без проблем, можем даже без вот этих 3 месяцев вас взять, но нужны резидентства, либо какие-то подтверждения там жилья, что ты арендуешь, что ты здесь не просто в отель на 5 дней приехал, и все. И то есть вот такая да, ситуация, что это еще и надо весь состав как-то придумать, как его сюда собрать или как это все сделать. То есть тоже супер сложный вопрос. И при всем этом время идет сейчас весь не состав, а весь формат турниров, он же новый. Вот как раз с 22 года вышли, в 21 году по другому формату играли, и как раз были некоторые проблемы по новому режиму, как раз вот начинали над этим работать, а когда все на паузу закинули, и теперь Европа уже 3 месяца плотно рубится по этим форматам, а мы его толком даже и не прочувствовали. То есть мы, если говорить вообще о СНГ турнирах, а вообще локалки, когда мы все это продвигали, топили за наш СНГ регион. И если у нас там в 2020 году вообще регион не существовало, в 2021 у нас была огромнейшая пропасть, что нас там ставили на самое дно по предиктам, какой у нас будет результат на чемпионате мира. Мы были там хуже всех азиатов и так далее. И вот исходя из этого мы пытались сравняться и вот нарастить вот это упущенное время. В итоге все, что мы, наверное, в 21-м сделали, чего добились, а в 22-м уже все это пошло обратно. И, наверное, там пропасть, если не такая же, то может быть даже еще больше, учитывая то, что это уже новые форматы и новые режимы. Но если вы смогли в первый раз догнать, то я думаю, что хоть, конечно, вы и пропустите сезон по факту, но вы сможете догнать и в следующий раз, если получится с остальными документами. Расскажи еще о нашем 4-м игроке Джейсоне. Он тоже из России. Какие были у него решения? Игру-то еще до сих пор не забанили, сказали, вот обнова будет, и с обновы уже доступ прекратят. Ну и из App Store вроде уже, и там и Google Play уже вроде убрали, если не ошибаюсь. Могу ошибаться, но вроде бы сделали. И получается, когда анонс это он увидел, получается, тогда еще все равно мы там QS играли, в плей-офф вышли, кстати. Не так много команд туда выходит, тоже это сильнейшие круговые друг с другом играют, но то есть тогда еще были возможности играть, но Джейсон прям сильно тильтанул и сказал, что вот ладно, тогда пока вру, игры не будет, но смысла там нету, то есть прям так жестко тильтанул и практически перестал играть турниры. Буквально там один матч сыграл после этого анонса, и все уже. И вот мы, по сути, остались втроем. Пока я там переезжал, в какие-то моменты еще делал, были загвоздки с игрой. Здесь более-менее хороший сейчас получше интернет. До этого вообще были супер плохие места, где плохо работал все. И нас подменял еще один игрок. Он тоже с Украины, он уехал в Германию и где-то там, не знаю, надеюсь, это не столь там секретная инфа, но вроде бы он не скрывал, и это Dark Angel, вот он тоже выручал нашу команду. Как-то, может, думали, вот если что-то там придумать, считаю, у него есть разрешение, он может с Европой играть, но как-то тоже не срослось, хотя тоже хороший игрок, и как-то вот пытались пока выкрутиться из этой ситуации, но даже там тоже не особо вышло, как-то не пошло. А Лёша еще говорил насчет того, что вы завтра будете играть в какой-то турнир. Честно говоря, все вместе не обсуждали, не знаю, про что именно он говорил. Как-то вышло так, что мы не особо прям ругались, но когда, так сказать, все вот эти новости с игрой, совсем все это вышло, как-то командный дух, вот я точно вижу, что он подупал, и если мы в 21-м там сидели в Киеве на буткемпе и были единым целым, то сейчас какие-то у каждого свои заботы, свои проблемы, и как-то мы даже по душам, я забыл уже, когда последний раз вместе общались, и я бы не стал это скрывать, это бы не в плане какой-то там... Это не какой-то там проступок нашей команды, который стыдно было бы рассказать, но однозначно каждый сейчас забит своими проблемами, и
Я забыл уже, когда по душам мы собирались и разговаривали, хотя бы даже не со звоном, а хотя бы просто переписывались, чтобы все вместе были. Но вот таких моментов уже давно не было. К сожалению, сейчас, я так понимаю, все граждане наших обоих стран находятся в таком состоянии, типа, что это очень, очень сложно сейчас принимать какие-либо решения, и они все, в принципе, зависят от таких моментов, как переезды, документы, поэтому, конечно, это вопрос времени, когда это решится. Скажи, как ты думаешь, вы сможете играть дальше, сможете наладить эту игру и взаимоотношения? Очень надеюсь на это, потому что, ну, мы много сложностей проходили, начиная с тех моментов, где нам постоянно приходилось проигрывать и снова все начинать. Может, и мы где-то в СНГ там показывали топ-1 и лидерство, но в Европе у нас каждый турнир были проблемы. И надеюсь, сейчас мы встретили такие проблемы, которые тоже нам вместе получится решить, и мы снова сможем, как бы так не звучало, что там поинты уже не нагнать, опыта там уже намного больше по драфтам, но может какой-то просвет будет, и мы обязательно сможем этим воспользоваться, вот надеюсь на это. Но пока что, вот откровенно говоря, в голове вот все прокручиваю, все варианты, которые могут быть, и пока вот нету явного ответа, чтобы вот так лампочка загорелась в голове, и вот знал, вот точно вот так сделаем, все, и это будет четко. Вот такой лампочки что-то пока не приходит в голову. Расскажи тогда, чем в целом занимаешься сейчас, пока интернет не дает возможности играть, как проходят твои будни? Не знаем, наверное, как-то с семьей ходим, там что-то погулять, посмотреть все-таки. Я здесь был, там сколько, наверное, лет 8 назад, а вот дочка ни разу не была. Вот смотрим, что тут интересного есть, красиво как-то чуть отвлечься, но в целом стараюсь ролики там не пропускать, что-то записывать. Монетизация, по сути, вообще уже почти ничего не приносит, но смысла бросать-то тоже просто нету. Есть хотя бы возможность там как-то с аудиторией на связи быть, что-то там записать, как-то веселое, что-то отвлечься. Ну, в общем, не особо что-то прям специально каждый день проходит, что-то веселое. Что говорят, пишут тебе фанаты, зрители, поддерживают в этой ситуации? Ну, я хотел сказать, что у нас топовая фан-база, и даже если мы там люто умудрялись что-то слить, все равно всегда нас поддерживали, и поэтому в целом много хороших и достойных ребят так и остается, и все мы вместе как-то стараемся дальше что-то придумывать, не знаю. А сейчас даже особо и в игре там, я вообще в другой локалке, и там с арабами играть, и что-то как-то приходится выкручивать, что-то придумывать по темам, по роликам и так далее. Но подписчиков на твоем канале не уменьшилось, да? То есть аудитория в любом случае продолжает пока играть в БС. Это еще есть возможность, да? Как бы игра не закрыта. Да, что дальше будет, уже узнаем. Наверное, будем думать насчет этого уже по мере появления этих проблем. А пока есть возможность просто хотя бы зайти в игру и записать. Но не знаю даже, сейчас-то в Дубае коснется ли именно меня, потому что у меня даже, грубо говоря, локалка другая. Но вообще как все будет, пока вот до сих пор не понятно. Мне вот даже кажется, что во многом даже разработчики не знают, как все это именно будет, потому что никто не думал, что такие ситуации будут случаться в нашем мире. Очевидно. Я, кстати, смотрела твой канал и видела, что там были ролики о приготовлении еды. Скажи, ты думал чем-то еще заниматься на своем канале или, может быть, заводить другой канал? Когда вот просто анонс сделали, что все, до свидания игре, и я там записывал, ну, писали, типа, записывай что угодно, будем смотреть тебя там. Спасибо, конечно, большое всем, кто поддерживал. Но я понимаю, что я преимущественно... Ну, у меня есть там какие-то свои фишки, какие-то приколы, там чем-то можно интересным там завлечь, но я же понимаю, что все это все равно сводится к самой игре БС, и как-то мотивации даже лайв-канала нету снимать на данный момент. Хотя все время, даже когда дома сидел, все время хотел к нему вернуться, каждый день думал, что-нибудь надо, даже прокручивал, чтобы записать, и, в принципе, планы были, но никак руки не доходили, и вот сейчас вот точно нету желания как-то записывать именно лайв-канал. Но, тем не менее, желание играть в БС у тебя по-прежнему осталось? Несмотря на промежуток, ну, точнее, на паузу и отставание по поинтам, и на все проблемы, которые сейчас происходят?
Да, вот насчет киберспорта я не скажу, что мне хочется просто, ну, как в спорте перчатки на гвоздь повесить. Таких мыслей сейчас нету, но непонятно пока, как дальше двигаться. И это, наверное, мог бы я рассказывать какие-то а, супер крутые оптимистичные мысли, но, наверное, просто поделюсь, как есть, тем, что есть в голове. И в голове есть то, что ничего не понятно. И играть по-любому хочется, потому что я понимаю, что я эту играю с 17 года, и, грубо говоря, вот 5 лет будет, сейчас 4 плюс точно есть, вот летом будет 5 лет, и, ну, это, наверное, там были перерывы, были паузы, что-то бросал, что-то не шло по ютубу и не записывал, но все-таки вот 5 лет этому отдавал, и особенно вот последнее, это когда нас Нави подписали, в игре чуть ли не жил, хотя порой вообще даже сил не было у компа садиться, но все равно просто придерживался графика, как бывает и там, тренировки ты просто не хочешь идти в зал, но просто идешь, потому что надо и все. И вот также последний год, то есть последние года вообще в игре жил, и по-любому не хочется как-то просто взять все бросить. Но как именно все порешать, вот это пока еще не придумал. Но в любом случае я уверена, что и Нави, и ты, и команда, вы найдете какое-то подходящее решение. Его не может не быть. Оно должно точно в любом случае. Что-то будет меняться. Что-то кроется по-любому, да, надо только отыскать. Скажи что-то нашим фанатам, которые не перестают поддерживать, не перестают верить в тебя и в ребят. Как много раз всегда и говорил, всегда скажу спасибо большое. Это, наверное, будет банально звучать, но, наверное, от всего сердца, потому что реально супер крутые челики и всегда пишут хорошие, всегда поддерживают. Какие бы матчи не были, какие бы там ситуации не были, всегда вместе. Поэтому тоже постараемся ради всех них что-то придумать, даже, можно сказать, ради всех вас, чтобы была возможность снова порадовать вас какими-то победами и чем-то еще более крутым. Обязательно. Спасибо большое, Петь, что нашел время и силы. Спасибо и тебе. Всем спасибо за просмотр, надеюсь, вам понравилось это видео. Не забывайте поддерживать наших игроков своими лайками и комментариями, а также следите за жизнью команды в новом телеграм-канале Na'Vi Inside по ссылке в описании. До скорых встреч!